привет, с вами Дан, Рина, Жека. Да, Жек, Йоля. Ой, продолжаем, короче. Ой. Кошмар. Ужас. Я сейчас, кстати, начну рассуждать. Ты можешь тоже присоединиться к этому возмущенной тираде. Буду я возмущаться тому, что развелось очень много любителей иссякая. Причем любителей иссякая в реальной жизни. Так, где это я? В чем прикол? Прикол в том, что я ж курьером-то все еще работаю. Как бы, да. И довольно частенько мне удается наблюдать такую картину, как эти любители иссякая перебегают дорогу на красный, перебегают дорогу в неположенном месте, перебегают дорогу буквально там в 10 метрах от перехода, просто потому что там тропинка выходит. Хотя та же тропинка выходит и на переход. То есть, по сути, для чего там делали зебру? Для чего там ставили светофоры? Если ты один хер просто берешь и бежишь на перерез, причем глядя в глаза водителю с таким, блядь, выражением лица, как будто он тебе еще чем-то обязан. Вот только водитель-то тебе ничем не обязан. Он может тебя спокойно, блин, раскатать. Квестовые предметы нельзя выбросить. Жаль. Жаль. Не знаю, по-моему, водитель вправе просто раскатать в лепеху таких людей, которые, не видя границ дозволенности, просто бегут навстречу к богине в этот прекрасный мир. Не знаю, кстати, вот из 10 человек, которые вот дорогу перебегают таким образом, почему-то 8 это женщины. Зачем у меня возникают вопросы? И кто мне может это объяснить, почему это происходит? И ладно бы они так перебегали в одиночку, да? Буквально вот на днях на светофоре оставалось, ну, секунд 15, да? То есть улица небольшая, по одной полосе в каждую сторону, да? Бабенцы с ребенком возвращается из школы. 15 секунд на светофоре. Она просто берет и идет. То есть я не спорю, машин там не было. Но мало того, что она пошла на красный, так она и потащила за собой своего сына. У меня возникает резонный вопрос. Ты что там, ебанутая, что ли, блядь? Да, удалось. Талмор ничего не знает о драконах. Really? That seems hard to believe. You're sure about that? Ну, вообще да. Но они ищут старика по имени Эсберн. Esbern? He's alive? I thought the Thalmor must have got him years ago. That crazy old man. Figures the Thalmor would be on his trail, though, if they were trying to find out what's going on with the dragons. А чего Талмор хочет от Эсберна? You mean aside from wanting to kill every blade they can lay their hands on? Esbern was one of the Blade's archivists, back before the Thalmor smashed us during the Great War. He knew everything about the ancient dragon lore of the Blades.
Obsessed with it, really. Nobody paid much attention back then. I guess he wasn't as crazy as we all thought. Значит, Талмер полагает, что клыкам известно о драконах. Ironic, right? The old enemies assume that every calamity must be a plot by the other side. Even so, we've got to find Esbern before they do. He'll know how to stop the dragons, if anybody does. Do they know where he is? Они, похоже, думают, что он прячется в Рифтене. Riften, eh? Probably down in the Ratway, then. It's where I'd go. You'd better get to Riften. Talk to Brynjolf. He's well-connected. A good starting point, at least. Oh, and when you find Esbern, if you think I'm paranoid, you may have some trouble getting him to trust you. Just ask him where he was on the 30th of Frostfall. You'll know what it means. Угу. А что случилось с клинками? Почему вы в бегах? The Thalmor happened. They've been hunting down every blade they can find for the past 30 years. Thanks to the White Gold Concordat, they've been able to operate throughout the Empire with impunity. Собственно, а почему Империя позволяет талморцам распоряжаться? Part of the cost of peace. Emperor Titus Mede saved his empire at a very high price. A price that included the blades. The Nords didn't like the peace treaty much either. 30 years later, the Empire ends up with the Stormcloak Rebellion on its hands. No doubt exactly as the Thalmor intended. Понятно. Сейчас чихну. Do you need something? Do you need something? Ужас какой. О, а вот и все мое. Так. Ну, в принципе-то... В принципе-то и все. Ой. Так. Можно у нее полутаться, кстати. Так, я могу с чего-то снять зачарование? Питаться литью могу. Но делать мы этого не будем. А кстати говоря, мы же можем... Да, надо качать зачарование. Надо качать зачарование, а чтобы качать зачарование, надо... прокачать кузнечное дело. Ну, кстати, кузнечное дело у нас довольно неплохо прокачано, если так посмотреть. Так вот о чем это я? Ладно, если там... Мне вот плевать действительно на взрослое население, которое по факту, допустим, годится мне в матери, да, допустим, это за 40 лет. Ну и которое промежуточное вот это поколение, которое где-то, ну, в районе 40 лет, допустим, да. Мне-то 30 еще нет, допустим, да? Но моей матери уже там за полтинник. И вот эти вот люди-человеки,
Просто берут и выскакивают на дорогу. И дети потом такие думают, ну, раз мать вытворяет такую херь, то и мы можем. И, собственно, делают то же самое. Но я до сих пор помню, как у меня летом тормоза держали плохо. Я ехал на спуск, и у меня, когда я уже проехал пешеходку, зебру вот эту, на дорогу просто выскакивают из небольшой, ну как тебе сказать, там вот деревья же сажают вдоль дороги. Выскакивают 3 пацаненка. Причем мне навстречу на подъем едет машина. Я тут еду вниз. И тут вот эти 3 идиота малолетних выскакивают на дорогу. Причем они видят, что... Видят эту машину, видят меня. И буквально там метров 15-20 до перехода, вместо того, чтобы подняться вверх и перейти, как положено, они просто выскакивают на дорогу. Серьезно, я бы, наверное, их снес. Но, увы. Каждый из нас в этом вопросе ограничен уголовным кодексом и соответствующим наказанием за подобное деяние. Короче, вот такая вот херня. Понимаешь, да? Горит моя задница. Прям полыхает. И свет от этого огня виден, наверное, не знаю, в городе Бирске. Но это не точно. Между тем, дорога наша лежит в Рифтен. Мы там уже вроде как были. Ну как были, мы там проходили мимо. Тима. Та-та-та-та-та. Мой зайка. А сколько время? А то у меня телефон нет под рукой. Ну не так уж и долго, слушай. Так. Вопрос, между тем, остается открытым. Потому что иду я один. Спутников у меня нет. И если, не дай бог, сейчас что-то пойдет не так, я, скорее всего, отъеду. Потому что мне никто не поможет. Но вроде как здесь никого нет. И это на самом деле меня радует. Деревня лесная.
Зачем меня так пугать? Это-то понятно, откуда выскочил. А ты-то откуда выскочил? Из какой пещеры? Тут рядом пещер нет. Да, даже Жека возмущается, говорит, какого хрена? Надо взять в руки удочку. Ну давай возьмем удочку. Угу. Допустим. Говорят вроде как, что улов отличается от времени суток и от того, где именно ты ловишь. То есть в пещере одна рыба, в реке другая рыба, утром одна рыба, ночью другая рыба. Не знаю. О, ни хрена себе. Такую рыбу я еще... А, хотя ладно, такую мы ловили. Между тем я кое-что забыл сделать. Я забыл сделать вот это. Господи, Йоля, хватит бесоебить. Мы уже гуляли. Вроде как после того, как мы погуляли на свежем воздухе, она должна была немножко успокоиться. Но нет. Она не успокоилась. Говорила, что шарик под диваном, под вещами, под принципе, вообще, где шарик? Так. Вот, снотвора. Прям возле папиного. Возле папиного чего? It's just me and my mother at the mill here. My father is gone. We don't know what happened to him. Я мальчик. Ни хрена себе, какие откровения пошли. You see, my good-for-nothing husband Leifnar on your journeys. Tell him he's no longer welcome here. Что случилось с Лейфнером? He said he was going east towards the border of Morrowind to trade some of our grain to some folks at Broken Helm Hollow. I waited and waited, and he never came back. Probably shacked up with some elven whore. Good riddance to him, I say. If I only knew where he was, I'd sure give him a piece of my mind. Я постараюсь найти его. Good. If you see him, tell him Grosta said he could go straight to oblivion. He's not welcome here anymore. А почему туда отправился? Well, he said that a few men have been going by to some of the local farms, promising a good price from all the local mills and farms. Leifnar said they pay double what you can usually get at the markets. The catch was, he had to head out there with our wood. So not only is Leifnar gone, but a good bit of our supplies as well. Понятно. Remember to tell that bastard I never want to see his ugly face again. There's been word of some trouble nearby. I'm on my way to investigate. All right, then. Get away from me. Да, ладно, я только посмотрю. There's been word of some trouble nearby. I'm on my way to investigate. Иди, иди. А я, пожалуй, пойду вон туда. Смотри, что там.
Это тут, походу, можно лес купить. Heard they're reforming the Dawn Guard. Vampire hunters or something. In the old fort at Riften. I consider... Так, у меня будет какой-то мир. Где есть, я стартую отсюда. Я должен к утру как раз дойти до Рифтена. Да, можно, конечно, телепортнуться сразу к этому конюшням. Но так же неинтересно. Гораздо интереснее, когда можно открыть метки. Тролль. Смотрите, какой душный мужчина. А ведь просто не ушел. А нет, вон кто-то есть. Я уже было подумал, тут нет никого. Так хорошо, что тут кто-то есть. Кто это сделал? О, да. Ему спокойно. Где лучник? Лучник где? Вот он. О, боже мой, бежим. Что? Какого? Да что? Альтар просто работает. Так, может... Так, ребята. Мало себе, развлекайся, паскуда. Да твою мать. Больно. Больно. Что такое, а?
Просто нахер меня. Понимаю. Этот насморк меня уже задолбал. Блин. Сейчас получше должно быть. Так. Плохо. Очень плохо. Сколько время? 20:52. Угу. Тут раз тролли нет, но есть волки. Ой, здрасте. Прям в лобешнике. Так, рабинник. Чё? Die already, so I can take your stuff. You bastard! I'm going to put you down. Do your work. Классическая броня. Ну, значит, дружок, сейчас я к тебе приду. Я про тебя не забыл. Неплохо. Так и должно было быть. А не как в прошлый раз. Все, теперь пойдем посмотрим. Что там есть еще? Я там не долутал. Хрена себе у них стрелы, конечно.
Их же трое было. Где третий? А, вот. Немного подкорректируем местность. Развели тут, понимаешь. Видеть топоры. Давай посмотрим, что там. Хрена себе. Я его не заметил или это он так и не заметил? Орк. Надо было, конечно, огнем почистить, но... Господи, тут все в пауках. Сами прибегите. Куда мне столько пустых по мне бить? Отлично. Что тут у вас? Пойди-ка минутку. Твою мать. А, ну хотя крохотный есть. И один маленький. И обычный. Так что, ладно, пусть будет так. Есть. А то я же было подумал, что у меня вот эти большие великие камни заполняются вот этими жалкими никчемными душонками. Даже обидно стало. Да, спасать тут уже некого. И либо умерли, либо были съедены. Угу. Тебя, видимо, бросили им на растерзание. Потому что кого-то надо было бросить. Понимаю.
ничего страшного. Так, все, покатились отсюда колобком. Причем мы реально катимся колобком. Так. Ладно, кто у нас здесь? Покой капитана. А, ну да, я же готов к битве с капитаном. Надо очень тихонечко, осторожненько. А нет, я готов к битве с капитаном. Ну ладно. Молили Зенитару, смотри-ка, что. А, Стендару. Простите, перепутал маленечко. Что у вас тут есть для меня полезного? Ой, эликсир силы, спасибо. Топор пламени. Можно продать. Блин, книги я бы, конечно, забрал, но... Ладно, вот эту заберу. Хорошо. Ладно, допустим. Ну, заклинание пламени я вроде бы знаю, но... Надо будет освежить мою память. Что? Что? У меня нос забило, что я могу чувствовать? Кроме большой любви к тебе. Не работает. О, вот теперь чувствую. Правильно, мама, ты побрызгала? Нет, я чувствую запах Юли. Зато мы точно знаем. Юля дома. Она дома, она здесь. Где? Time in Ostro's Mackay. Just hand over the gold. Did he listen? They always have to. Тихо там. Где эта тварь? Вижу. Я ее не вижу. Must be my imagination. Не вижу, но слышу. Where's the gold? Victory is yours. I submit. Вставай. Умри как... Музина. No. Молодец. Хвалю. Хвалю эту. Так, что они тут приготовили? Ой, хорошо, хорошо. Вот это не стоило, ну ладно. Что у тебя есть для меня? Золото. Золото это хорошо. Где ключи? Твою мать! Жесть. Ой, еще мне корзинка. Они кидали людей в костер. Скорее всего, уже не живых, но тем не менее. Приятного мало, согласитесь.
я понимаю, осматривать вон тот сундук смысла нет, да? Они, скорее всего, из него все вынесли. Да? А ничего нет. Ты был не простой алхимик, ты был еще и вампиром. Should have known she was lying. Said she'd wait for me, but they never wait. Где ты? Hello? Who's there? Там за стеной. Вот ни хрена себе. Так. Это если бы мы сверху зашли. Понятно. Но мы зашли не сверху, мы зашли чуть пониже. Так сказать, с главного входа. Да, вот отсюда мы зашли. Похоже, тут есть тут еще. Может быть и нет, но... Никого нет. Ладно, ладно. Вот Грингл. Похоже, кто-то все-таки еще есть. Не отмечена как зачищенная локация. Ну да и ладно. Здесь не за этим. Просто проходили мимо. С другой стороны, кто-то мог остаться. Если мы всех вырезали. По крайней мере, всех, кого увидели. Возможно, кстати, в той пещере кто-то остался. Надо будет сходить проверить. Но не сейчас, скорее всего. Сколько время? Время 62. А сколько время в реальной жизни? Вот 1:10. Угу. Ну, то есть минут 10 у нас есть еще. Плюс-минус. Hold there. Before I let you into Riften, you need to pay the visitor's tax. А за что взимается плата? For the privilege of entering the city. What does it matter? Да это ж вымогательство. All right, keep your voice down. You want everyone to hear you? I'll let you in. Just let me unlock the gate. Ну давай, открывай. The gate's unlocked. You can head inside when you're ready. Well, in you go. Угу. Допустим, допустим. I had another run-in with the Thieves' Guild. Be careful, Mule. The Thieves Guild has Maven Blackbriar at her back. One snap of her fingers and you could end up in Riften jail. Or
worse. They represent the reason I'm here. I can't just ignore them, Eren. I know. I just don't want you to leave. You're the only good thing that's happened to this city in a long time. You're a stranger here too. Visitors like us are rare in this part of Skyrim. Ты не из Рифтена? I've been adventuring across Tamriel since I was a fresh-faced young woman barely able to swing a blade. My travels have taken me from High Rock to Valenwood, Elsewhere to Morrowind, and all points in between. А почему ты есть? Many years ago, I lost my blade, Grim7, within a Dwemer ruin. I took it as a sign that I was wasting my days in search of wealth. You and I are alike. We seek challenge and great fortune. But for me, that's where the similarities end. You see, Riften is my great beast to be slain, and my fortune comes from gratitude and trust. Расскажи мне о гильдии воров Рифтена. To call it a guild is ridiculous. How can people who would betray one another over a gold coin be considered part of an association? They're the worst kind. Even the Dark Brotherhood abides by a strict set of rules and tradition. These thieves are just rabble. What do you think? Я об этом не задумывался. That's a shame. Too many people in Riften share your view, and look where it's getting them. It's going to take more than just myself and Eren to help this city. It has to want to help itself first. Safe The old travels. hasn't said about anything. That city really gets to her. The old told me that it isn't this bad everywhere. Maybe one day I'll venture out and see if she's right. Hey, you... I don't know you. You and Riften looking for trouble? А тебе-то что? Don't say something you'll regret. Last thing the Blackbriars need is some loudmouth trying to meddle in their affairs. Ну так ты мне о них расскажи. The Blackbriars have Riften in their pocket and the Thieves Guild watching their back, so keep your nose out of their business. Me, I'm Maul. I watch the streets for them. If you need dirt on anything, I'm your guy. But it'll cost you. Грязную, говоришь? Грязные делишки моей слабости. Then we're speaking the same language. Good. So what do you want to know? Скажи мне, сколько стоит этот камень? Do I look like a merchant to you? You're gonna have to take that up with Vex in the Thieves Guild. Get in good with them and you'll find her. А что тебе известно о гильдии воров? You kidding? My brother Dirge works in their hideout. I used to run with them myself, but took a job with Maven after they started hitting a rough patch. If you want to get in on that action, find Brynjolf in the marketplace. I'm sure he could use someone like you. А что насчет семьи Черноверск? Well, you got Maven. She pretty much runs the whole operation. She's got friends in high places, if you know what I mean. She's also got ties to the Dark Brotherhood and the Thieves Guild, so basically, no one can touch her. Just remember, if she tells you to do something, you damn well better do exactly what she says. Давай. Be seeing you around. Scully, you know what's good for you. Welcome to Riften, Your excuses. home of the Thieves When you Guild. found the money, you said Or you'd so pay they it back have on you time believe. and for double the usual fees. We're just I know. thugs. But how was I to know the shipment would get robbed the rat way? Next time, keep your plans quieter, and nothing would have happened to it. What? Are you telling me you robbed it? Why? Why are you doing this to me? Look, Chandra, last warning. Pay up or else. All I care about is the gold. Everything else is your problem. Huh? What do you want? Что у тебя за проблемы? I owe a great deal of money to someone, and I think they cheated me. I don't know what to do. Расскажи мне все.
I was able to work out a deal with the stables in Whiterun to sell me some of their tack and harnesses. I borrowed some gold from Sapphire to pay for the shipment, but it got robbed before it even arrived. Now Sapphire wants her money back, and if I don't pay her, I think she's going to kill me. Я помогу тебе рассчитаться. You will? Oh, thank you. Ты работаешь в конюшне? Yes. Hofgreer took me in when I arrived in Riften about a year ago. He's been teaching me everything he knows. Horses are my whole life. Back in Hammerfell, I helped my family raise horses at our farm. I hope to open my own stables one day, but I think it's going to take a lot longer than I expected. Be careful with Sapphire. She mixes with all sorts of nasty people. People of Riften, heed my words. The return of the dragons is not mere coincidence. This is one of the signs that Lady Mara is displeased with your constant inebriation. Put down your flagons filled with your vile liquids, and embrace the teachings of the handmaiden of Kine. No, Marama. We talked about this. Talon? Kirava, certainly we can come to some sort of an understanding. These people must be made aware of the chaos they've sown. Enough, Marama. We've all heard of the dragons and their return. There's no need to use them as an excuse to harass our customers. Very well, Talon. I'll remove myself from this den of iniquity. We're not kicking you out. Just keep the sermons at the temple and let us all sin in peace. Yeah? What's your problem? Давай поговорим о долге Шадра. I knew that stupid kid would try and find a way to weasel out of his debt. Look, this is really simple. I lent him some gold, he promised to pay me back, and now he says he's broke. End of story. Мы с тобой оба знаем, что это была подстава. All right. I guess I made enough from his shipment. No need to waste any more time threatening a stable hand. Tell Shadra he doesn't owe me anything. I hope we bump into each other again. Конечно, милая. Мы с тобой очень хорошо подружимся. Look, I already said Shadra doesn't owe me a thing, so get off my Welcome back. to the Bee and Barb, my lord. If I can interest you in one of our special drinks, you let me know. If you'll excuse me, I have other things to attend to. If you've got the coin, you're welcome here. Otherwise, hit the road. Need something? Так, что там, кстати, по времени надо было посмотреть? Надо бы посмотреть. Let me guess. Someone stole your sweet. Кадр. Any luck with Sapphire? Ты больше ничего не должен. But 8? You actually talked her into it? I don't know what to say. I didn't think anyone in Riften even cared what happened to me. Look, I was saving this, but I wanted you to have it. I thought I might need it if Sapphire came for me, but I don't need it anymore. I'd better get going. Давай, иди. Надо найти это самое. Стол зачарователя. Пентаграмму душ. Так, но сперва. Сперва. Fresh meats and produce. Get them before they're gone. Finest oddities from Morrow. My food is the best in all of Skyrim. Always as fresh as the day it was collected. Как тебе удается сохранить еду такой свежей?
I picked up a trick from a butcher in Elenir, a Здравствуйте. small town over the border in Hammerfell. He showed me a way to grind up ice wraith teeth and use it as a preservative. Keeps everything cold and fresh, but only for a limited time. I'm always looking to replenish my supply, so if you ever come across 5 of them, I'd be more than happy to take them off your hands. Ладно. Thanks. I was actually worried I'd run out. Вот, держи. Perfect, just perfect. These should help keep my stock fresh for quite a while. And as promised, here's my trade. Hope you like it. Thanks Never again. done an honest day's work in your life for all that coin you're carrying, hey lad? Что говоришь? I'm saying you've got the coin, but you didn't earn a septim of it honestly. I can tell. Gems, potions, exotic ingredients. Откуда ты можешь это знать? It's all about sizing up your mark, lad. The way they walk, what they're wearing. It's a dead giveaway. Мои деньги тебя не касаются. Это не твое дело. Oh, but that's where you're wrong, lad. Wealth is my business. Maybe you'd like a taste. Что ты задумал? I've got a bit of an errand to perform, but I need an extra pair of hands. And in my line of work, extra hands are well paid. Что нужно делать? Simple. I'm going to cause a distraction. You're gonna steal Medesi's silver ring from a strongbox under a stand. Once you have it, I want you to place it in Branche's pocket without him noticing. И зачем нужно подбрасывать кольцо Браншея? There's someone that wants to see him put out of business permanently. That's all you need to know. Now, you tell me when you're ready, and we'll get started. Чем вам не угодил Браншей? We've been contracted to make sure Branche remembers not to meddle in affairs that aren't his own. Now, since we're not the Dark Brotherhood, we're not going to kill him. We're just going to make sure he sits in the prisons for a few days. Как мне это дело провернуть? Do you want me to hold your hand as well? You're going to have to sneak over to Medesi's stall and use your lockpick on the strongbox. Then, when you have the ring, you pickpocket Branche and leave it behind. I'm ready when you are. Just give the word. Кузнец, Come to see Balliman perform miracles with steel, eh? похоже, ты гордишься своей работой. Smithing's been in my blood for generations. I owe my success to my forefathers and their recipe for flame. The secret is my forge. It consumes fire salts, a strange mineral that burns as hot as red mountain lava. Впечатляет. Well, it was. Sadly, this forge is dying, and I've used the last of my fire salts. If I can't feed it soon, it may grow cold. 200 щепоток помогут тебе? Amazing. These must have been very hard to come by. You've saved my business and warmed an old smith's heart. For that, I thank you. Return anytime. You're quite welcome. Мне кажется, или она постоянно возле нас крутится. Learn a library's worth of knowledge in moments, or grow back that missing limb with my genuine Falma blood elixir. Серьезно? Please, please, I need but a septum. A septum is all I ask. Is that so Looking to stay bad? alive? Why take a chance? Okay, lad. Ready to make some coin? Давай приступать. Good. Wait until I start the distraction. Then show me what you're made of. Everyone, gather round. I have something amazing to show you that demands your attention. No pushing, no shoving. Plenty of room. No pushing, no shoving. Plenty of room. Come on, Brynjolf. What is it this time? Patience, Branche. This is a rare opportunity, and I wouldn't want you to get left out. That's what you said about the wisp essence, and it turned out to be crushed nerve root mixed with water. Well, that was a simple misunderstanding. But this item is the real thing.
blood. Sir. Oh, come on. Are you talking about the snow elves? The one and only. Mystical beings who live in legends and were masters of great magic. Imagine the power that coursed through their veins. How did you get that then? No one's seen them in years. My sources must remain a secret for their own protection, but I can promise you that the contents are genuine. Well, I see that my time is up. Come back tomorrow if you... Yes? What a waste of time. Damn. I knew I shouldn't have waited. Looks like I chose the right person for the job. And here you go. Your payment. Just as I promised. The way things have been going around here, it's a relief that our plan went off without a hitch. А что такое? Yeah. My organization's been having a run of bad luck. But I suppose that's just how it goes. But never mind that. You did the job, and you did it well. Best of all, there's more where that came from. If you think you can handle it. Я справлюсь. All right then. Let's put that to the test. The group I represent has its home in the Ratway beneath Riften, a tavern called the Ragged Flagon. Get there in one piece, and we'll see if you've really got what it takes. Visit Riften? All are welcome at the Temple of Mara. Buy some armor and live to tell about it. All right, Brand-Shade. Turn out your pockets. We know you have it. Have what? Blazes are you talking about? Here. Don't play stupid. I said turn out your pockets. Now. I'm telling you, I don't... Wait, what's this ring? Looking to stay alive? This isn't mine. Why take a chance? That's right. It isn't yours. You're under arrest, Brand-Shade. If you're looking for a handout, you'll want to speak with my husband. If you're looking for company, I We can do suppose it this could one be of two worse. ways. You can walk with me to the keep, or I can drag your Pleased to lifeless meet you. body. I'm a Your choice. priestess at the Temple of Mara. Very well. Bolly's around somewhere, planning to feed the poor with his nonsense Yes? about Mara. Need something? New in town, eh? Here for the fishing, I guess. Ты рыбак? Only the best in all of Riften. I own Riften Fishery. Started out with a single fishing pole, and now I have an entire building and 2 boats to my name. Not bad for a middle-aged Nord, eh? Too bad I haven't had the same success helping this city shed its poverty. And even Nord thinks I'm wasting my time trying. But I disagree. Buy some armor and live to tell about it. Ты упоминал Невинор. Nivenor is my wife. How I was ever able to meet such a gorgeous creature is one of life's mysteries. We're at odds about my charity. She thinks the people in this town have become lazy and expecting a handout. I try to include her in my lessons from Mara Mall over at the Temple of Mara, but she prefers to shop instead. Different strokes, eh? Ты, похоже, занимаешься благотворительностью? Yes, I suppose someone has to be around here. Have you seen the condition of this sorry excuse-for city? Beggars roam the streets, crime runs rampant, and the threat of war is driving away business. The paltry amount of coin that I place in the charity box at the temple is the least I can do to help. Кто покупает твою рыбу? I sell my catch across a good portion of Skyrim. It's worth its weight in gold to me. The only untapped market left is Markarth. However, I just got word that Klepper at the Silver Blood Inn might be interested. If you're headed that way, I would appreciate you delivering a purchase agreement for me. You'd be paid, of course. Ладно. Good. Klepper will pay you as soon as you arrive with the letter. Here you are. Remember to give at the temple. Так. Ладно, давай пока закончим на этом. Продолжим уже в следующей серии. С вами были Дан, Рина, Жека, Доля. Всем счастливо и всем пока.